Народ, всем салют, снова рад вас приветствовать в новом видео. Сегодня я у тети Аси и показываю вам вот эти два аквариума, которые уже 100 дней, ребят, 100 дней эти аквариумы без электричества, без фильтрации, аэрации. И я вам сейчас покажу, насколько тут все хорошо или плохо. Буду показывать аквариум немножко сбоку, так как бликует, если показывать отсюда. Ну, все довольно-таки неплохо. Рыбульки, конечно, изголодались, хотят кушать. Я давненько тут не был. Также я не был, не подменивал воду у себя в аквариумах. Это порядка уже, наверное, 3 недель. Где-то так. Потому как после того, как у тети Аси был, подменил воду, я тогда на следующий день сразу подменивал себя. Поэтому они, в принципе, равносильны. Только тут фильтрация, аэрация отключены, а у меня все включено. И работает освещение. Тут же все в очень таком, как природном варианте. Плесень, что ли? Какая-то такая. Что-то на коряге. Я ее, наверное, полностью уложу, чтобы эта плесень тут не образовывалась. Ну, рыбки плавают, улитки ползают. Сейчас покормим, водичку сольем, польем цветочки, зальем свеженькой водички, и все будет very good, да, very good. Вот. Все отлично. Конечно, хочу тете Асе предложить еще пару вариантов, что сделать с этими аквариумами. Ну, не знаю, какой вариант она выберет. Конечно, о дальнейшем буду держать вас в курсе. Сейчас покормим лопатулек. Сюда бросили. Сюда сейчас кинем. Ребят, корм здесь. Они там собрались. Я вам сюда кинул. Так что сюда. Давайте. Давайте. А ну-ка, эти. Ну, эти уже поняли, что корм сыпется. Уже он вовсю прибежали, хомячат. Пока рыбки кушают, ребят, у меня есть возможность ответить вам на ваши вопросы, которые вы задавали. Ну, первое, я хочу сказать, что мы тут в Харькове, и нас немножко бомбят. Поэтому тетя Ася решила выехать в более безопасное место, где она сможет хоть как-то передвигаться. Так как здесь все-таки многоэтажный дом, а она еще с костыликом, поэтому кто здесь будет заботиться, ходить, покупать продукты и вдруг чего, как она будет убегать. То есть, сами понимаете, она далеко не убежит. Второе, это то, что вы говорите, висят фильтры, почему их не включить? Или типа они включены. Ребят, квартира вся обесточена. Тетя Ася перед уездом отключила рубильник, выключила его и поехала. Фильтры не работают. Аэрация тоже не работает. Почему она так сделала? Потому что она боится короткого замыкания и чтобы не было пожара в квартире. Рыбок мы, ребят, увидели. А вот что касается растений, вот в этом аквариуме длинная стебелька, ну и в принципе валеснерия, они растут. Вроде бы все в порядке. Апанагетон вроде тоже с ним все в порядке. Людвиги, ну, я бы так сказал, что они не умирают, держатся. А вот в этом, тут анабиаз. И вот анабиазу постепенно приходит хана. Казалось бы, да, анабиаз такое растение неубиваемое. Ну, вот я смотрю, листочки опадают, обгрызанные они. То есть потихонечку, все-таки он шабашит. В скором времени, я думаю, что ему будет хана, если так будет продолжаться. Хотя анабиаз считается неубиваемым растением. Но постепенно, видно, нехватка света дневного сказывается на нем. Еще хотел обратить ваше внимание, что когда не работает фильтрация, аэрация, когда не шевелится поверхность воды, то идет меньше испарения воды. Вот за 3 недели всего лишь видите, сколько испарилось.
что в этом. Ну, примерно одинаково плюс-минус. Помните, как я наливал практически под завязочку. Ну, не под самую, ну, повыше. А нету брызг, ничего не шевелится. И, соответственно, водичка меньше испаряется. Но мы сливаем сейчас нашим любимым сифоном. Ну и все, начинаем поливать цветочки. Воду, кстати, проверил, вода есть. Полил я цветочки, ребят. Земля, конечно, была дубовая уже, но, несмотря на это, цветочки зацвели. И тут, видите, комнатные цветы отцветут. Прикольно. И эти тут выпустили беленькие цветочки. Все, водичку я подменил. Немножко, конечно, сейчас смутненько. Ну, мутя сядет, все будет в порядке. Уровень, вы видите, какой у воды. Какой был, какой сейчас. Ну, надеюсь, что сильно много не испарится отсюда. Почистил стекло, взял, тетя Ася нашел синтепончик. Синтепоном поерзал нормально, в принципе, все нормально. Она такая, даже не песчаная, просто диатомовый налет был. Карточку, как вы понимаете, конечно же, забыл дома. Еще хотел сказать, ребят, водичку нюхал я, и она не воняет. Потому что я не кормил, тетя Ася не кормила, так как ее нету. И водичка не портилась. А то часто, знаете, как бывает, что соседи попросили покормить рыбок, а вот подменить водичку вы соседи не просили. Так вот лучше, если оставляете свой аквариум, то оставляйте его без соседей, так сказать, чтобы они не кормили. И тогда вода не будет портиться, и рыбки будут здоровее живее. Потому что сколько уже приезжаем к аквариумам, мы ну, я сразу, я нюхаю воду, она протухшая. Кто-то менял? Нет. Кормили рыбок? Да. Вот вам причина. Рыба такая сразу больная, вот видно. Лучше пускай она будет исхудавшая, стройная, подтянутая, но водичка будет свеженькая, и рыбка, она потом покушает, и все с ней будет в порядке. Чем она уже такая больная будет, потом, ну, это сложнее ее вылечить, так сказать, чем она просто будет подтянутая, поджарая. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я. Ну все, на связи.